Доброе утро, с Новым годом! Я проснулась в 8 утра. Я проснулась в 8 утра и вспомнила, что у нас есть тортик. Это мой кусок, сейчас я его съем. Несмотря на то, что торт стоял всю ночь в холодильнике, почему-то на нем тоже блестки. Итак, утро 2021 года. Угадайте, что я иду делать? Я иду кормить кошек бездомных рыбой. И как это произошло? Сейчас объясню. Не думайте, что я такая добренькая с утра. Утром 2021 года. Я не планировала просыпаться так рано, просто у меня появилась новая соседка, которую заселили только вчера, и у нее где-то с 6 утра играл будильник. И в итоге она встала, все-таки выключила будильник, встала, пошла. Но будильник начал играть снова. Я его встала сама, выключила, уснула. Я прям на стоп нажала, но будильник снова начал играть. И в итоге я уже вспомнила, что там есть тортик, пошла на кухню, встретилась с этой девушкой на кухне. Она съела оливье, я попила кофе с тортиком. Вот, никто не ругался, естественно, все было хорошо. Но появился еще один персонаж. Это уборщица, которая начала ныть, как все загадили, кто все это будет убирать, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И во мне сработал триммер хорошей девочки, и я в 8 часу утра 1 января начала, мыть посуду. Представляете? Но я перемыла, конечно, не всю посуду, а только ту, которая была на кухне в раковине, помыла, говорю, все, я больше ничего делать не буду. Но она продолжала ныть, кто все это будет убирать, кто все это убирать. Блин, на мой взгляд, какая разница, что на полу, что тебе надо с пола убирать, какая разница, блестки там или какой-то другой мусор. Я увидела рыбу, которая лежала, потроха от рыбы, и вспомнила, что мы хотели это там кошкам или собакам отдать, и поэтому я попёрлась одна в сторону пляжа искать каких-нибудь котов. Вот так и получилось. Но, в принципе, я не жалею. Утро прекрасное. Кошак вернулся. Тот же самый. Вот у кого праздник. Может быть, сделать это доброй традицией, кормить кошек и собак бездомных в первый день Нового года. Вы как думаете? Добрая традиция купаться по утру в море. Я в пуховике стою, чтобы вы понимали. Кота обломали. Сделал вид, что он шел в другую сторону. Сижу, смотрю себе на волны, и вдруг ко мне приходит сосед и спокойно укладывается в моей тени. Эй, сосед! Чайки над нами разлетались. Пугает его. Что за сборище такое? Вроде никто их не кормил. Это так и лежит. Как будто мы с ним 100 лет знакомы. Вот. Этот песик полежал со мной. У меня не было никакой еды, видимо, поэтому он пошел дальше. Вот такая уже от него осталась, мокрая. Интересно, зачем он искупался? У него, главное, есть ошейник, но я не знаю. Мне кажется, возможно, он когда-то давно потерялся и теперь ищет себе нового хозяина, найти не может. Чистота пляжа после новогоднего, в общем, меня порадовало. Хотя, конечно, были такие отдельные свинтусы, которые все-таки оставили какие-то пластиковые стаканчики,
какие-то кожурки от мандарин и бутылки. Не очень много. Ну, то есть там единичные случаи. Гораздо больше меня поразило то, что люди по утрам, оказывается, на общественном пляже выгуливают собак. То есть мало того, что там собаки, которые беспризорные, да, бегают, это понятно, но люди прям ведут на пляж выгуливать собак. И я там видела какахи, уж не знаю, кто их оставил, беспризорная собака или нет. Но, на мой взгляд, это неприемлемо. Мне кажется, это такое свинство ужасное. В Ришине за такое, наверное, бы штрафовали очень сильно. Там в Израиле, когда я была. Мало того, что тут для людей-то туалетов нет. То есть никаких нет, ни платных, ни бесплатных. И надо в кафе проситься, чтобы сходить в туалет, там помыть руки. Ну, для собак-то уж есть какие-то газоны. И, не знаю, ну, в Израиле, да даже в Москве везде написано, что выгул собак запрещен. Или там убирайте за собой, за собаками. Помню, видела на пляже специальное место, выделенное для выгула собак. На мой взгляд, это свинство. Для местных так себя вести. Вот это, конечно, минус такой. Ну, такой чисто российский минус. Наши реалии. За это, конечно, нужно отвечать на каком-то более высоком уровне и как-то надо, во-первых, создавать какие-то места, где владельцы собак могли бы их выгуливать. И тогда владельцы собак, наверное, бы, если бы у них была альтернатива, где выгулять собаку, то тогда бы, наверное, они не вели ее на пляж. И тогда уже, если бы кто-то повел собаку на пляж вместо специально отведенного места, то тогда уже было бы нормально человека за это штрафовать. Типа вот есть место, где ты можешь выгулять. Если оно тебе не нравится, плати. Или хотя бы убирай за собой какахи. 2 января. И я решила сюда вставить обзор хостела, в котором я живу. Потому что посвящать этому отдельное видео я не вижу смысла. Я не буду показывать свою комнату, там немножко бардак. Ну, это обычная такая хостельная комната с двухъярусными кроватями. Декор хостела в стиле лофт. То есть тут очень много таких полуободранных стен, оштукатуренных. И так как у хостела название аэропорт, то здесь очень много фотографий с самолетиками. Еще есть такой бидон. Аэропорт. Тряпка — это не декор, это уборщица оставила. Нетипично для хостела это такой большой холл. Я вообще впервые в жизни в хостеле вижу такие огромные помещения, где люди могут просто отдыхать. Кухню показывать не буду, но скажу, что она просторная. И очень много мест для сушилок. Это тоже нетипично. О, кстати, это мои вещи. Мне очень хочется показать вам комнату мальчиков, но мне запретили. Хочу показать ее, потому что там чище. Здесь оформление в стиле ар-деко немножко, что подходит к стилю лофт. И еще один бидон. Ура! Мне разрешили снять комнату мальчиков. Это комната Димы, но она нам не интересна. Мне интересно расположение душа, представляете? Такое я вижу первый раз. Мне кажется, даже в квартире это выглядело бы круто. Ой, там кто-то спит. И здесь вид на улицу. Это не только хостел, но и мини-отель. То есть тут есть не только большие номера, там с 4, с 6 кроватями, но еще есть отдельные комнаты, грубо говоря, люксы на 2 человек. Плюс этого хостела, как я уже говорила, в том, что он находится рядом с аэропортом, а минус в том, что он находится далеко от каких-то бюджетных магазинов, ну и, конечно, далеко от моря и разных достопримечательностей. Но зато отсюда ближе к Красной Поляне, потому что чем ближе ехать, тем меньше платить за остановки.
На видео эти горы кажутся как-то поменьше, дом кажется больше на первом плане, а горы маленькими. На самом же деле, когда смотришь просто глазами, горы выглядят грандиозно. Стоимость проживания в этом хостеле сутки 350 рублей, а месяц 6000. Можно найти в Адлере или в Сочи хостелы подешевле, 250 рублей в сутки и 5000 в месяц, кажется, такое я видела. Но условия там, возможно, будут не такими хорошими, но зато, возможно, они будут и ближе к морю. Конечно, можно всегда найти дороже. Это можно найти в любое время. Да, я нашла этот хостел через Авито, но их можно найти и на Букинге. Это единственный хостел в районе аэропорта, так что вам его будет найти легко. Всех с праздником, всех с Новым годом! Я вас целую! Пока-пока!